Меня зовут Сергей Иванович. Я много лет занимаюсь изучением работы пищеварительной системы и рад приветствовать вас на канале «Доктор Здоровья». Сегодняшнее видео не просто разговор, а документальное руководство к действию. Запоры — это не мелочь и не возрастная норма, а тихая проблема, которая отравляет жизнь миллионам людей. Я вижу это каждый день. В этом видео я покажу, как правильно восстановить работу кишечника без лекарств, мягко и естественно. Досмотрите до конца, в финале я дам комбинацию действий, которая запускает стул уже в течение суток. Поставьте лайк прямо сейчас, так видео увидят те, кому оно действительно нужно, и обязательно подпишитесь на канал, если хотите сохранить здоровье на долгие годы. Представьте утро. Человек просыпается с тяжестью в животе, вздутием, головной болью. Он ест, пьет кофе, но организм молчит. Это не лень кишечника, это сигнал. В документальных исследованиях давно доказано, запор – это сбой ритма жизни, а не отсутствие таблеток. Когда стул отсутствует 2-3 дня, токсины начинают всасываться обратно в кровь. Страдает кожа, давление, настроение. И вот здесь возникает интрига. Почему один простой продукт, съеденный в нужное время, может запустить кишечник лучше аптечных средств? Через несколько минут вы это узнаете. А пока напишите в комментариях слово «стул». Я понимаю, звучит резко, но именно так мы ломаем табу и запускаем изменения. Первое, что необходимо понять – кишечник любит ритуалы. Он работает не от силы, а от регулярности. Каждое утро должно начинаться одинаково. Сразу после пробуждения стакан теплой воды 250-300 мл, мелкими глотками не спеша. Температура чуть теплее комнатной. Это не народный миф, а физиологический запуск перистальтики. Через 10 минут дыхательное упражнение. Медленный вдох носом на 4 счета, задержка 2 секунды, выдох ртом на 6 счетов. Повторить 5 раз. Это снимает спазм кишечника. Если вы хотите получать такие точные и работающие инструкции регулярно, подпишитесь на канал прямо сейчас. Теперь главный народный рецепт, который я рекомендую как базовый – свекла плюс кефир. Вареная свекла 150 граммов, натертая на мелкой терке, кефир 200 мл, свежий, не холодный, употреблять вечером за 2 часа до сна, 1 раз в день, курсом 7 дней. Свекла содержит бетаин и мягкую клетчатку, а кефир – живые бактерии. Вместе они не раздражают кишечник, а обучают его работать самостоятельно. Важно не добавлять сахар и не есть в прикуску с хлебом. В середине видео я расскажу, почему этот рецепт нельзя сочетать с популярными слабительными. Это ключевой момент. Досмотрите обязательно. Но питание – это только половина дела. Кишечник – орган движения. Даже у пожилых людей простое упражнение способно заменить аптеку. Исходное положение – лежа на спине. Медленно подтянуть колени к животу, обхватить руками и задержаться на 20-30 секунд. Дыхание спокойное. Повторить 3 раза. Это упражнение стимулирует сигмовидную кишку. Делать ежедневно, утром или вечером. Если сейчас вы чувствуете, что информация полезна, поддержите видео лайком. Это важно для развития канала. А дальше я расскажу о продукте, который убирает запоры даже у тех, кто страдает ими годами. Теперь подходим к продукту, о котором почти не говорят, хотя он десятилетиями используется в народной практике. Это отвар семян льна. Я подчеркиваю именно отвар, а не просто добавка в кашу. Рецепт точный. 1 столовая ложка семян льна залить 250 мл кипятка, накрыть и настоять не менее 6 часов, лучше ночь. Утром процедить и выпить слизистую часть за 30 минут до завтрака. Семя льна обволакивает стенки кишечника, снимает микровоспаление и мягко активирует продвижение каловых масс. Эффект не резкий, но устойчивый. Именно так кишечник вспоминает, как работать самостоятельно. Частая ошибка – ожидать мгновенного результата и бросать метод на второй день. В документальных наблюдениях видно, кишечнику нужно 3-5 дней, чтобы перестроиться. В этот период крайне важно исключить 3 продукта – белый хлеб,
колбасные изделия и крепкий черный чай. Они буквально цементируют содержимое кишечника. Вместо этого в рацион вводится овсянка на воде, 4 столовые ложки сухих хлопьев, варить 7 минут, без сахара. Употреблять утром. Овсянка – это щетка, но мягкая. В середине видео я раскрою один нюанс, из-за которого овсянка у многих не работает. Не пропустите. Сейчас момент, где многие удивляются. Запор часто связан не с едой, а с психоэмоциональным зажимом. Человек живет в постоянном напряжении, и кишечник буквально сжимается. Здесь помогает простое, но точное упражнение. Встаньте, ноги на ширине плеч. Медленно наклоняйтесь вперед, позволяя животу полностью расслабиться. Руки свободно свисают. Задержитесь в положении 40 секунд, дыша глубоко животом. Повторить 2 раза. Это упражнение активирует блуждающий нерв, который напрямую управляет кишечником. Если вы не знали об этой связи, поставьте лайк. Таких моментов дальше будет еще больше. Следующий народный метод – чернослив плюс теплая вода. Но здесь есть строгая дозировка. 5-6 ягод чернослива залить стаканом теплой воды и оставить на 3 часа. Ягоды съесть, воду выпить. Делать утром, через день, не ежедневно. Чернослив содержит сорбит, который притягивает воду в кишечник. Но при злоупотреблении он вызывает ленивый стул. Этого допускать нельзя. Именно поэтому я всегда говорю, народные средства работают только тогда, когда применяются с умом, а не чем больше, тем лучше. И вот мы подходим к ключевому моменту видео. Большинство людей борется с запором, не устранив главную причину – обезвоживание кишечника. Даже если вы пьете воду, но делаете это неправильно, стул не восстановится. Запомните схему. 30 мл воды на 1 кг веса в сутки, но пить нужно до 18:00, основную часть в первой половине дня. Вода должна быть теплой или комнатной температуры. Дальше я расскажу, как соединить все, о чем мы говорили, в одну систему, которая действительно убирает запоры надолго. На этом этапе важно понять главное. Кишечник не лечит по частям, его восстанавливают как систему. Питание, вода, движение и нервная регуляция должны работать вместе. Именно поэтому у многих запоры возвращаются. Они используют один метод и игнорируют остальное. Я всегда говорю, если вы делаете все правильно, организм начинает реагировать сам. Уже на 4-5 день появляется утренний позыв, без боли и напряжения. Это ключевой признак восстановления. Если вы досмотрели до этого момента, напишите в комментариях «восстановление» и обязательно подпишитесь на канал, потому что дальше самая практическая часть. Теперь дам рабочую утреннюю схему, которую можно применять ежедневно. Проснулись – стакан теплой воды. Через 10 минут – дыхание, о котором я говорил ранее. Далее легкий завтрак – овсянка или гречка на воде. Плюс 1 чайная ложка оливкового масла первого отжима, добавленная прямо в тарелку. Масло смазывает кишечник и облегчает продвижение содержимого. Это не слабительная, а физиологическая помощь. После завтрака 5 минут спокойной ходьбы по комнате или на улице. Именно движение завершает запуск пищеварительной цепочки. Отдельно скажу о распространенной ошибке – игнорировании позывов. Человек терпит, потому что некогда или неудобно. В этот момент кишечник получает сигнал, опорожнение неважно. Со временем позывы исчезают вовсе. Если позыв появился, действовать нужно в течение 5-7 минут, даже если кажется, что результат будет слабым. Так восстанавливается рефлекс. В документальных наблюдениях это один из самых недооцененных, но решающих факторов. Кишечник – орган привычки, и привычку можно вернуть. Теперь вечерняя часть системы. За 2-3 часа до сна легкий ужин, тушеные овощи или салат из вареной свеклы. Если используется отвар семян льна, он принимается утром, не вечером. Это важно. Перед сном упражнение колени к животу и спокойное дыхание. Сон должен начинаться не позже 23. Почему? Потому что ночью активизируется восстановление слизистой кишечника.
Поздний сон напрямую связан с хроническими запорами. Этот факт подтвержден многолетними наблюдениями. И вот здесь возникает главный вопрос. Почему лекарства дают временный эффект, а народные методы– устойчивый? Ответ прост. Таблетка заставляет кишечник работать с силой, а питание, вода и движение учат его работать самостоятельно. Именно поэтому я всегда настаиваю на мягком, но системном подходе. Дальше я подведу итог, расскажу, кому эти методы подходят, а кому нужно быть особенно внимательным, и дам финальный алгоритм, который можно сохранить и применять каждый день. Прежде чем подвести итог, я обязан сказать честно и ответственно. Эти методы подходят большинству людей, но есть ситуации, где требуется особая осторожность. Если запор сопровождается резкой потерей веса, кровью, сильной болью, это повод обратиться к врачу. Все остальное в подавляющем большинстве случаев связано с образом жизни. И именно здесь народные средства показывают свою силу. Они не ломают организм, а возвращают ему естественный ритм. Это важно понимать, чтобы не ждать чуда за один день, а выстраивать здоровье надолго. Теперь финальный алгоритм, который вы можете сохранить. Утро. Теплая вода, дыхание, правильный завтрак с маслом. День. Достаточное питье до 18:00, движение, не игнорировать позывы. Вечер. Легкая пища, упражнения, сон вовремя. Курсами. Свекла с кефиром 7 дней, отвар семян льна 10 дней, чернослив через день. Это не хаотичный набор советов, а логически выстроенная система. Именно в этом ее сила. Если вам полезна такая подача, поддержите видео лайком прямо сейчас. Многие спрашивают, а можно ли убрать запоры навсегда? Мой ответ – да, если перестать бороться с кишечником и начать с ним сотрудничать. Он реагирует на заботу, регулярность и уважение к его ритмам. Когда человек перестает бояться темы и начинает действовать спокойно и последовательно, результат приходит. И чаще всего неожиданно быстро. Именно ради этого понимания и создается этот канал. Если вы здесь впервые, обязательно подпишитесь. Впереди много важных и честных разговоров о здоровье. Я благодарю каждого, кто досмотрел это видео до конца. Это значит, что вы действительно заинтересованы в своем самочувствии или хотите помочь близким. Поделитесь этим видео с тем, кому оно может быть полезно. Иногда один просмотр меняет качество жизни человека. Напишите в комментариях, какие методы вы уже пробовали и какие темы вы хотели бы разобрать дальше. Ваши вопросы помогают делать контент точнее и полезнее. С вами был канал «Доктор Здоровья». Меня зовут Сергей Иванович, и я благодарю вас за доверие. Если это видео оказалось полезным, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. Здоровье начинается с простых решений, принятых вовремя. Берегите себя и до встречи в следующих видео.